Мы сегодня будем готовить 3 самых простых, но при этом самых вкусных блюда в казане. Я обязательно расскажу вам, в чем секрет обжаривания картошки. Три, 4. Сегодня вы получаете первые 3 урока. Очень важно, потому что казан – устройство одно и на всю жизнь. Одно и для всех. Где бы вы ни жили, казан вам всегда пригодится. А еще больше пригодится умение готовить в казане. Так вот, если мы говорим об узбекском казане, то первая буква А – это сало. У меня в руках курдючное сало. Самое главное – это научиться правильно вытапливать жир из сала. Ну а пока что у нас уже горит огонь под казаном. И это означает, что можно опускать сало. Хотя здесь есть кое-какие секреты. Только не подумайте, что так много сала мне понадобится для приготовления всего лишь навсего одного блюда. Нет. Мы сегодня будем готовить 3 самых простых, но при этом самых вкусных блюда в казане. Это такие блюда, которые получатся у каждого. Вот кто-то в первый раз в жизни будет готовить вообще, либо в первый раз в жизни будет готовить в своем казане. И у него тоже все получится точно так же вкусно, как у меня. А может быть даже еще и вкуснее. Обратите внимание, что кубики курдючного сала я раскладываю одним слоем по дну. И нагрев у меня пока что не самый сильный. Можно сказать, средний нагрев под казаном. Великий французский повар Эскофье еще в начале 19 века писал о том, что лучше вытапливать жир сразу из большого количества сала. Ну, например, взять 4 килограмма сала, добавить к нему 1 литр воды, накрыть крышку и поставить на маленький огонь на несколько часов. Жир вытопится. Вот эти шкварочки в конце концов образуются, они будут ровного золотистого цвета, а жир получится идеально белым. После такого жира не будет никакой изжоги. Но если вытопить аккуратно, не начинать перемешивать сразу и добавлять дров, хворост, щепки под казан, то все получится тоже очень хорошо. Жира, который вытопится из этого сала, хватит на приготовление 3 блюд. Да еще и останется. Идемте с мясом разбираться. Я накупил сегодня баранины и буду готовить из баранины. На самом деле, все те 3 блюда, которые мы собираемся готовить сегодня, можно приготовить практически из любого мяса. Вот это баранья ножка. Здесь очень много мякоти. Это голяшка. Голяшка пригодится для чего-нибудь другого. И это мякоть пригодится для изделий из фарша. Вот будем готовить, например, люля-кебаб или котлеты. Вот туда-то эта мякоть и пойдет. А для одного из блюд, которое я задумал приготовить сегодня, это будет, по сути дела, казан-кебаб. Мясо и картошка, приготовленные в казане. По-другому его еще называют пирожок. И для него лучше всего подходит мясо на косточке. Вот такое, как от этого тазобедренного сустава. Пожалуй, что добавлю еще немного мяса от бараньей лопатки. Нам понадобится мясо, которое можно достаточно долго готовить. Дело в том, что не всякое мясо можно долго готовить. Не всякое мясо будет хорошо после длительного запекания. Да-да, сегодня мы будем запекать мясо в казане. Казан – это не только устройство для быстрой обжарки, либо для долгого отваривания, томления чего-либо. Казан умеет еще и запекать. Я уже говорил о том, что все блюда, которые мы сегодня собираемся готовить, можно готовить на любом жире. На бараньем, можно и на свином жире, если вы не мусульманин или не иудей. Можно взять и говядину, можно взять телятину. Вот только бараньи ребрышки, пожалуй, что не заменишь ничем. А из бараньих ребрышек можно приготовить такое вкусное блюдо, которое к тому же и готовится еще очень быстро. Поэтому бараньи ребрышки я оставлю на потом. Я сейчас от ребрышек отрезаю только кусочки бараньей грудинки, которые хорошо подойдут что к казан-кебабу, что к блюду басма.
который мы сегодня собираемся с вами готовить. Видите, сколько овощей? Видите, сколько зелени? Это все есть, все самое лучшее, все самое хрустящее, свежее, ароматное и сочное. Из таких продуктов грех приготовить невкусно. Я думаю, что многие, очень многие знают, как следует обращаться с хорошими выжарками. Золотистыми, хрустящими и очень-очень ароматными. Их вот перемешай с луком. Возьми немного лука, вот так вот перемешай, аккуратненько, не обожги пальцы, присыпать солью. И вот вам от меня секрет. Выжарки получаются еще вкуснее, если к ним добавить гранатовых зерен. Ну а когда нет гранатовых зерен, возьмите сухой сумах. Кисленькая размолотая ягода. Ох, как она украсит вот этот гармоничный вкус. Берите в руки лепешку. И тот, кто стоит у казана, тоже должен позавтракать. Вот сейчас, пока мы будем жарить картошку, я и позавтракаю. Сделаю себе вот такой бутерброд. Наложу сюда себе в этот бутерброд лука, выжарок. И это получается отличная закуска. Только при слове «закуска», пожалуйста, не вздрагивайте. Уж если сильно хотите, можно, но только по чуть-чуть. Точно так же, как мы употребляем горчицу, кетчуп, уксус. Никто же не ест горчицу, в конце концов, тарелками, а с кусочком холодца, либо с кусочком сала. Ой, как вкусно! Под казаном у меня горят 2 полена, его масло аж дымится. Но дело в том, что сейчас в этот казан отправится довольно-таки прохладная картошка. И чтобы масло, то есть жир, не остыл под казаном сразу, необходимо добавить немного топлива. Только не подумайте, что сегодня мы с вами будем готовить обычную жареную картошку. Нет, мы готовим замечательное блюдо – казан-кебаб. И когда готовите это блюдо, то лучше всего сразу с самого начала либо в растительном разогретом масле, либо в животном жире обжарить картошку. Жарить не всю сразу. Вот брошу весь этот тазик, хорошо не получится. А жарить поэтапно. Скажем, по 5-6 картошечек. Для того, чтобы картошка была полностью погружена в масло. Так она пожарится совершенно по-другому. На маленьком количестве масла картошка жарится, ну, не так, как мне хотелось бы. Ну вот, картошечка-то вся подрумянилась. Внутри она еще, разумеется, сырая, потому что температура масла довольно высокая, и картошка быстрее румянится, чем пропекается внутри. Ну скажите, пожалуйста, а если бы мы просто такие клубни картофеля положили в печь, либо вот в пустой казан, неужто она бы точно так же не зарумянилась? Да, конечно, все произошло бы точно так же. Так для чего же я обжаривал картошку в масле? Неужто для того, чтобы сделать блюдо еще жирнее? Нет, вовсе нет. Смотрите внимательно, не проматывайте, и я обязательно расскажу вам, в чем секрет обжаривания картошки, а теперь еще и кусочков мяса. Куски мяса тоже закладываем не сразу все, поэтапно. Чтобы мясо зарумянилось как можно лучше, добавляем еще щепок. Щепки горят быстро, сгорают быстро. Но они дают очень мощный нагрев, который нам и нужен. Вот буквально на первые несколько минут, пока мясо там обжаривается. Мясо мы также не доводим до готовности, а обжариваем только снаружи. Меняем его цвет, меняем его структуру в наружных слоях. Ну вот и мясо подрумянилось. Подсохло снаружи и стало гораздо вкуснее, гораздо ароматнее. Посмотрите, какое мясо, полюбуйтесь. А теперь убираем весь лишний жир из казана. Я говорю лишний, но не весь. И этот жир пойдет для приготовления другого, следующего блюда. Если бы я готовил следующее блюдо не сегодня, я все равно бы отлил этот жир, дал ему бы отстояться и использовал бы его еще несколько раз для добавления во фритюры.
На этом жире можно было бы пожарить еще котлеты. Вообще говоря, любые мясные блюда, приготовленные именно на животном жире, получаются намного вкуснее. До этой кастрюли, которая, кстати говоря, вполне может заменить казан, наша программа еще дойдет, смотрите внимательно. А сейчас нам надо завершить приготовление казан-кебаба. Вот у нас картошка, вот у нас мясо. Ничего не соленое, потому что если бы я посолил, соль в масле не растворяется. Она бы просто осыпалась и осталась на дне казана. А картошка осталась бы пресная, невкусная, ну а мясо и подавно. Так вот, зачем же я обжаривал что картошку, что мясо? Вот я знаю, что, к примеру, молодые ребята стремятся все улучшить. И это очень похвально. Улучшать – это хорошо. Но самое важное – сначала разобраться, как работает старое. Как работает то, что выверено многими поколениями. Так вот, в это блюдо, если мы хотим запечь в казане, а не запарить, нельзя добавлять ни лук, ни помидоры, ни болгарский перец, ни даже капусту. Никакие свежие овощи добавлять нельзя. Если вы хотите, чтобы в казане запеклось, необходимо, чтобы там была сухая картошка и слегка подсушенное снаружи мясо. Именно этого я и добился при помощи элементарного предварительного обжаривания продуктов. Ну а теперь продукты необходимо приправить. Вот на мясо я добавляю немного зиры. Это будет очень вкусно. Знаете, такой характерный узбекский, среднеазиатский вкус. Я добавлю сюда немного черного перца. Опять-таки, именно на мясо. Именно на мясо. И я добавлю сюда немного кориандра, молотых семян кориандра, кинзы. Вот этот аккорд работает с бараниной очень хорошо. Попробуйте, испытайте, как это работает с другими видами мяса, и напишите мне в комментариях. Пишите чаще, рассказывайте, что бы вы хотели увидеть в наших следующих программах. Ну а пока я закладываю в казан мясо и верхним слоем картошечку. Не беспокойтесь, пошипит да перестанет. Это немного мясного сока попало в разогретые остатки масла. Вот и зашипело. На самом деле из-под казана уже убрали что крупные горящие поленья, что щепки, остатки прогоревших щепок. Ну и картошечку сверху. Под казаном остался только уголь. Если он совсем затухнет, я, может быть, добавлю одно горящее, тлеющее полено, чтобы в казане просто поддерживалась достаточно высокая температура. Сейчас и казан сам как следует прогрет. И вот этот кирпичный очаг вокруг казана тоже хорошо прогрет за то время, что мы жарили картошку да мясо. Обратите внимание, что я закрыл казан не простой крышкой, а крышкой термосом. Если у вас нет такой специальной крышки термоса и вы не знаете, как поступить, смотрите нашу программу внимательно. Я раскрою перед вами все секреты. Тем более, что следующее блюдо, которое мы будем готовить, будет состоять не из одного только мяса и картошки, а из массы летних, самых вкусных овощей. Вот такой мощный кирпичный очаг, скорее всего, есть не у каждого. Но практически у каждого есть какая-то бочка, очаг под казан. Правда, у меня это не совсем бочка, у меня это хороший очаг. Я надеюсь, что и вы себе когда-нибудь такой же соорудите. Но обратите внимание, какой у меня здесь казан. У меня здесь очень редкий, неглубокий казан. Он может пригодиться всего лишь навсего для нескольких узбекских блюд. Но и вот то блюдо, которое я сейчас собрался приготовить, в этом казане получится просто замечательно. Обратите внимание, что я закладываю в казан очень тоненькие кусочки курдючного сала. Прям совсем тоненькие. Сквозь них читать можно. Мне эти ломтики необходимы для того, чтобы сделать подкладку на дне казана под мясо. Да? Снизу будет вот это курдючное сало, очень тоненько, а сверху мясо. И мясо не пригорит. Мясо я сегодня беру достаточно много. Здесь, наверное, килограмма 1,5, может быть, 1,7 кг мяса. Но сначала я хотел бы положить грудинку и жирные кусочки мяса. И, разумеется, жиром к низу.
Для этого блюда я отобрал мясо, которое годится для долгого тушения. Вот это, например, кусок очень мягкий. Он приготовится быстро, поэтому его положим подальше от нагрева, подальше от дна. А на дно укладываю такие куски мяса, которые можно готовить достаточно долго. Нижняя часть ноги, все то, что содержит в себе много соединительной ткани, все то, что получится восхитительно ароматным. Мясо надо как следует посолить и приправить. Несоленое мясо вкусным быть не может. Здесь более 1,5 килограммов, если не 2 килограмма мяса. Поэтому столовая ложка соли только на мясо. Это уж как минимум. И теперь накладываем в ложку немного зиры, немного кориандра и чуть-чуть черного перца. Вот так. Все вместе. И это все тоже на мясо. Сверху мяса. Лучший друг мяса – это лук. Лук начнет выделять сок. И мясо в луковом соке получается восхитительно нежным, очень вкусным. А кроме того, лук ведь дает некоторую сладость. И поэтому лук отлично, превосходно сочетается с помидорами. Помидоры кисленькие, лук сладкий, мясо пряное и соленое. Вы представляете себе, как вкусно все это должно получиться? А дальше раскладываем продукты в особом порядке. Вот, например, морковка готовится дольше, чем болгарский перец. Поэтому морковку сначала, а болгарский перец потом успеется. Чеснок и несколько стручков острого перца. Ну, кто-то может сказать, а мы не едим острое, мы не будем класть острый перец. Положите, пожалуйста. Его можно не есть. Если перец целенький, то он отдаст блюду только свой восхитительный аромат. А остроты не будет. Остроту получат те люди, которые захотят поесть вместе с этим острым перцем. Баклажаны. Баклажаны нарезаны нормальными такими дольками, примерно сантиметровой толщины, ну, в художественном беспорядке. Вот так, по всему казану. Знаете что? Мясо-то мы солили, но эта соль не выпрыгнет наверх на вот эти все овощи. Поэтому овощи тоже непременно посолить. Если в один казан, в одно блюдо положить картошку и помидоры одновременно, то картошка остекленеет. Но сейчас между помидорами и картошкой есть такой надежный слой из других овощей. Понимаете ли, прослойка из моркови и баклажанов. Так что сверху смело укладывайте картошку, и все будет хорошо. Картофель молодой, но клубни уже достаточно крупные. Но он приготовится за час, за полтора приготовления на пару, картошка будет вполне себе готова. Однако такая крупная картошка требует отдельной порции соли, поэтому я солю буквально каждый клубень. Болгарский перец. Красный, зеленый, желтого не хватает, чтобы получился настоящий светофор. А вот теперь ингредиент, который отвечает за сочность. Отвечает по-настоящему, по-взрослому. Это капуста. Капустой укрываем весь казан. Капусту тоже надо посолить и приправить. Соль, как обычно, здесь 2 вилка капусты. Это тоже примерно 1,5 килограмма. 1,5 килограмма еды должно, наверное, пойти чуть меньше столовой ложки. Ну, пол-столовой ложки соли, это уж точно. А еще капуста отлично сочетается с остреньким красным перцем. Я не знаю, кто не ест, но положите хотя бы паприку. Паприка сладкая. А у меня остренький. Но такое количество перца на такой огромный казан, на такое огромное блюдо практически ничтожно. Я уверен, что с аппетитом будут кушать даже дети. На самый верх укладываем ароматную зелень. Что у меня здесь? Базилик. Базилик фиолетовый, базилик зеленый. Вот немного петрушки, вот чуть-чуть укропа. Все раскладываю прямо веточками, потому что это мы кушать не будем. А вот это, ребята, горная кинза. Ох, какой же вкус она дает замечательный. Не всегда встречается, но можно взять обычную садовую. А вот это, дефицит, у вас такого не продают. Это верхние листики от свежей молодой капусты. Помните же загадку, да, из детства?
100 одежек и все без застежек. Что же это такое? Вот капуста, капустные листья. Я как раз и буду использовать эти капустные листья в качестве одежки. Я укрою ими казан, для того, чтобы продукты парились, для того, чтобы пар не терялся из казана. И теперь осталось накрыть казан так, как надо. Кстати говоря, вы обратили внимание, что казан-то у нас холодный? Мы не подложили под него ни одной щепки. У меня здесь есть какое-то полено, которое мы убрали из-под того, из-под первого казана. Сейчас положу щепок. Сначала надо, чтобы все загорелось. Ну, а потом все будет готовиться на очень медленном огне. Час-полтора, не знаю сколько. Одним словом, до тех пор, пока аппетит не придет. Но чтобы к вам пришел хороший, добрый аппетит, казан надо накрыть крышкой. И не просто накрыть, но еще и придавить его как следует. Вот крышка. Ну что, можно стоять и вот так давить до тех пор, пока все овощи не сплющатся и пока вот эта щель не закроется. Но еще очень желательно, чтобы крышка была в виде термоса, чтобы тепло вот отсюда вверх не теряли, чтобы мы не грели эту Московскую область. Вот у меня есть другая крышка. Видите, она какая? Вот такую форму имеет. Можно взять обычный тазик и положить сюда сверху, подобрать под диаметром и подложить. Но я возьму вот эту готовую крышку, только ручку с нее сниму, и вы сейчас поймете, почему. Итак, накрыли крышкой, а сверху грузик. Вот здесь, в этом целлофановом пакетике, у меня кувалда на полпуда. Вот ею подопрешь, так подопрешь. Сейчас продукты начнут нагреваться. Все эти рыхлые, объемные продукты, такие как лук, баклажан, капуста и так далее, начнут выпускать из себя сок и спрессовываться. Это блюдо так и называется – басма, то есть нечто сдавленное, нечто сжатое. Но при этом сжатии с продуктами происходит удивительное преобразование. Моя самая новая книга называется «Сталик Видеобук». И я хочу вам рассказать об этой книге. У нее, видите, вот такая черная обложка. Но буквы блестящие, да еще и выпуклые, поэтому все видно. И, наверное, нет второй кулинарной книги с черной обложкой, да еще и на которой не нарисована никакая еда. Но эта книга вам очень понравится. Точнее, она уже вам очень нравится, потому что эта книга составлена по тем рецептам, которые были опубликованы в Ютубе и в других социальных сетях и собрали максимальное количество лайков, максимальное количество просмотров, максимальное количество новых подписчиков. Вот что такое эта книга. Здесь рассказано о массе самых популярных блюд. Хумус, холодец, не знаю, там цыплята табака, шурпа узбекская, каурма шурпа, каурма басбаш такой, есть азербайджанский суп, борщ, лагман. Одним словом, 75 рецептов. Из почти что 1000 блюд, которые я успел приготовить и опубликовать где-то в интернете. Гуляш, бешбармак, картофель фри. Как без картофеля фри? Стейки, самса, шашлык, плов. Но здесь все собрано не по алфавиту, не разделено на какие-то национальные кухни. Здесь все рассказано так, чтобы вы умели составить классное домашнее меню из самых популярных, самых лучших блюд. Вот, например, чебуреки. Любите чебуреки? Еще бы вы не любили. 12,5 миллионов просмотров на моем канале собрал рецепт чебуреков. Книга «Сталик Видеобук» никогда не продавалась ни в одном книжном магазине. Ни на каких маркетплейсах, ни в каких других интернет-магазинах, потому что эта книга изначально продавалась только в моем интернет-магазине и продается только в моем интернет-магазине stalik.ru. Если вы закажете эту книгу с автографом, пожалуйста, мы упаковываем все книги как следует. И если вы закажете несколько книг вот из этого набора, то, может быть, одну книгу получите вообще бесплатно. На сайте постоянно происходят какие-то акции, скидки. Одним словом, заходите на сайт stalik.ru, и мы поможем вам сделать правильный выбор. И будем вам очень, очень рады. Ну что, начинаем готовить следующее блюдо. О, бараньи ребрышки. Надо жир как следует разогреть до температуры
обжаривания во фритюре, то есть от 170 до 200 градусов. Ребрышки лучше нарезать по одной штучке. Необходимо подождать, пока жир разогреется как следует. И ребрышек здесь не очень много, у меня их здесь всего, не знаю, 600-700 грамм. Но тем не менее я их буду жарить тоже порциями, по очереди. Вот сколько между двух рук помещается, столько и опустим за один раз в кастрюлю. Некоторые люди стремятся научиться готовить как можно скорее. И спрашивают у меня, а сколько граммов ребрышек, сколько граммов лука? Я не знаю, я не взвешивал. А еще очень часто спрашивают, а сколько минут надо жарить ребрышки? Напишите точно, сколько минут надо жарить ребрышки. Если я начну отвечать всерьез, спрашивая, а какая исходная температура у ребрышек была, а какова мощность вашей электроплитки, то это сочтут за издевательство. А на самом деле, если говорить правду, я еще не видел ни одного повара, который метался бы между секундомером и аптечными весами и в итоге приготовил бы что-нибудь вкусное. Как же, где же выход из положения? Да вот посмотрите, я жарю до тех пор, пока ребрышко не начнет выходить из кусочка мяса. Видите, как получилось? Вот и все. Значит, обжаривать достаточно. Румяненько, пахнет вкусно. Значит, можно продолжать приготовление. Жира много, очень много жира в кастрюле. Я буду использовать его еще, возможно, неоднократно. А что здесь? Чуть-чуть пожарили мясо. Ну и что? Намного хуже он от этого стал. И в самом конце я не вылью его в канализацию. Нет, ни в коем случае. Я при помощи этого жира буду, к примеру, уголь разжигать. На донышке осталось совсем немного, видите? Сколько-то есть жира еще и на самих ребрышках. И сколько-то жира вытопится из них самих. Ведь ребрышки достаточно жирные, поэтому все получится очень хорошо. Тем более, посмотрите. Посмотрите, какой сок вышел из ребрышек. О, вот этим соком бы только и питался. Чистый мясной сок. Но этого сока недостаточно для того, чтобы ребрышки пропарились, потушились. Во-первых, эти ребра неплохо было бы посолить. Да, сколько здесь соли? Вот так примерно. Нет, добавлю еще чуть-чуть. Их необходимо поперчить. Беру черный перец, примерно чайную ложку, потому что еда, мужская еда, должна быть с характером. А женщины привыкнут тоже. Еще у нас будут у мужиков просить, дайте и мне что-нибудь поострее. И сверху всего накрываем луком. Ребрышки сейчас практически сухие на поверхности. Соли не в чем раствориться. Но вот сейчас лук начнет выпускать свой волшебный сок. В этом соке растворится соль. И эта соль пропитает мясо. И луковый сок, и соль. Все это вместе пропитает мясо. И получится невероятно вкусно. Я ставлю на режим томления. Это примерно 120-140 градусов. Накрываю кастрюлю крышкой. Впрочем, наверное, я обижаю это изделие, когда говорю, что это кастрюля. Это почти что казан. Здесь, на этой электроплитке, в этой кастрюле, можно и плов приготовить. Не верите? Как-нибудь зимой, когда зайдем в дом, я вам это покажу. Отличный узбекский плов можно приготовить в том числе и на электроплитке. Самое главное – научиться его готовить на настоящем казане. А сегодня вы получаете первые 3 урока, очень важные, без которых дальше двигаться, извините, не получится. Посмотрите, какой хлеб, лепешечка какая. Жалко, зачерствела. Лежала, да и зачерствела. У меня есть хорошая идея. Точнее, идея-то не моя, идея очень старая. Так поступали еще в те годы, когда мясо было достаточно дефицитно. Но дело в том, что здесь, в этой кастрюле, в этом казане, образовалось довольно много сока. И куда же этот сок должен деться? Вот посмотрите, что мы сейчас сделаем. Я нарезаю корочку, я нарезаю черствый хлеб небольшими удобными кубиками, так, чтобы в каждую ложку вместе с ребрышком попадался кусочек хлеба.
И опустим их сейчас прямо сюда, прямо в казан. Но прежде чем опускать корочку хлеба, я хотел бы, чтобы вы представили себе, каков вкус получившегося блюда. Ребрышки, мясо – это все сладкое. Лук тоже сладкий. Вот давайте перемешаем и посмотрим. Видите, как много сока. Но все это имеет отчетливо сладковатый привкус. И сюда хорошо бы добавить что-нибудь кисленькое. Иногда я добавляю в этот момент гранатовый сок. И потом даю всему упариться. А сегодня у меня нет гранатового сока. Гранатам не сезон. У меня есть дома алычевая паста. Ну, примерно то же самое, что ткемали, только без специй. Впрочем, если вам специи не мешают, можно взять ткемали и добавить в это блюдо 2, ну, может быть, 2,5 ложечки. Попробовать бы надо. Кисленько. Очень так бодрит замечательно. Перемешиваем. Размешать равномерно вот эту ягодную кислинку. И теперь прямо сюда весь этот хлеб. Когда-то люди так делали от бедности, чтобы еды больше получилось. А сегодня мы это делаем не от бедности. Сегодня мы делаем это для того, чтобы получилось вкуснее. И чтобы есть было удобнее. Но все равно же будете есть такую еду с хлебом. Да? Ну вот он, этот хлеб. И заодно не пропадает тот, что зачерствел. Все готово. Можно выключить, накрыть крышкой. И пусть стоит до тех пор, пока черствый хлеб не впитает в себя весь мясной сок. Больше того скажу. Готовы не только ребрышки. У нас готовы все блюда во всех 3 казанах. Сеанс одновременной игры на 3 казанах завершен. 3, 4. Идите сюда. Подойдите, посмотрите, какая прелесть. Просто берем и перекладываем мясо, которое отпадает с косточек, румяную картошечку. Здесь выделился кое-какой сок. Он прямо в сироп превратился. Вот этим всем непременно и поливаем. И мясо, и картошечку. Пусть ничего не остается. Есть же хлеб на столе. Я вот этот красный соус вымокал весь. Не полакомился. Немного зелени сверху для украшения. А можно было бы смешать зелень с зеленым луком, с мелко накрошенным чесночком, может быть, с острым перчиком стручковым, знаете, так мелко-мелко в крошечку, как полрисинки покрошить, и вот этим всем посыпать. Ох, было бы еще вкуснее, но и так, ну, очень хорошо, прямо очень хорошо. Как здесь получилось? Не знаю. Сейчас проверим, сейчас посмотрим. Знаете, как это пахнет? Это восхитительно пахнет, а то, что там внутри такая картина, которую мне бы лично нарушать очень не хотелось бы. Я же не варвар какой-то, понимаете? Поэтому я беру вот такое большое медное блюдо, можно было бы и не медное, накрываю казан, приподнимаю, ухватился одной рукой, ухватился другой рукой. Ох, и тяжело мне сейчас будет. Получится или не получится? Я не знаю, но попытаюсь. Знаете, правду скажу. У одного не получится. Попрошу помощника, чтобы он мне помог. 3, 4. Нормально. И казан тяжелый, и продукты тяжелые. Вот так. Еду для богатырей должны готовить настоящие богатыри. Настоящие мужчины. Посмотри, что там получилось. Посмотри, что там получилось. И готовьте точно так же, как я. Все у вас получится. Все будет просто очень замечательно, очень красиво и очень вкусно. Но погодите. Это же еще не все. Есть же еще у нас самое сладкое блюдо. О, половина мед, половина сахар. Я имею в виду бараньи ребрышки с луком в алычевом соусе и с хлебом. Желаю вам огромного, самого лучшего, самого приятного
аппетита!